Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я поделюсь с вами рецептом этого вкуснейшего пирога. Этот пирог для любителей сухого, рассыпчатого, песочного теста и вкусной творожной начинки с корицей. Отличное лакомство к чашечке чая или кофе. На канале уже есть видео с подобными пирогами, и я вам оставлю ссылочки в описании. Идей у меня много, и я буду выпускать и другие, так что не пропускайте. Ну а мы приступим. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла, 7-8 грамм разрыхлителя, пакетик ванильного сахара и 320 грамм муки. Рецепт я обязательно оставлю в описании под видео. Сначала смешиваю яйца с сахаром и сразу добавляю и ванильный сахар. И хорошенько смешиваю венчиком. Затем добавляю растительное масло без запаха. И хорошо перемешиваю. Дальше добавляю разрыхлитель. Перемешиваю. И затем муку добавляю в несколько этапов. В конце теста замешиваю руками. Если нужно, добавьте еще немного муки. Пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем беру форму для выпекания и на дно стелю пергаментную бумагу, а края смазываю растительным маслом. И присыпаю мукой. А сейчас небольшую часть теста откладываю в сторону для украшения. А остальное распределяю по форме. Кстати, моя форма диаметром 30 сантиметров. Если тесто липнет к рукам, присыпьте руки немного мукой. Края старайтесь сформировать как можно повыше. Вот таким вот образом. Ну а теперь приготовим начинку. Беру 500 грамм рикотты. У меня 2 упаковочки по 250 грамм. Добавляю 2-3 столовые ложки сахара. Ориентируйтесь на ваш вкус. И добавляю корицу. Я добавила 2 чайные ложечки, а вы можете добавлять и меньше. Также ориентируйтесь на ваш вкус. А теперь хорошенько все перемешиваю. И затем добавляю 2 яйца. Перемешиваю, и наша начинка готова. Ну а теперь заполняю пирог начинкой. Распределили всю творожную начинку, а теперь остается украсить. Пергаментную бумагу присыпаю мукой и раскатываю оставшееся тесто. Лучше тесто раскатать прямоугольником, чтобы можно было вырезать полосочки подлиннее. При необходимости тесто присыпайте мукой.
А теперь фигурным ножом для теста нарезаю полосочки примерно в 1,5–2 сантиметра. А сейчас эти красивые фигурные полосочки выкладываем на пирог. И выкладываю я их немного крест-накрест. А теперь вилочкой слегка приминаем края, чтобы край получился ровненький. А теперь для красоты я еще выложу полосочки по краю нашего пирога. Ну а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30 минут, но все зависит от особенностей вашей духовки. Пирог почти готов. Если вам хочется придать красивый блеск пирогу, смажьте его абрикосовым вареньем и снова отправьте в духовку на 5–10 минут. Но это по желанию. И вот такой красивый и вкусный пирог у нас получился. Песочная основа буквально рассыпается во рту, а нежная творожная начинка с корицей прекрасно ее дополняет. Давайте покажу и в разрезе. Смотрите, пирог хорошо пропекся и богат начинкой. Я думаю, любители творожной начинки обязательно оценят. А слегка темный слой начинки, подкрашенной корицей, придает сладкой творожной массе приятный аромат. Пирог получается в меру сладкий и очень вкусный. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Идей у меня много, и я буду выпускать разные пироги на любой вкус. Так что вы обязательно найдете что-нибудь интересное для себя. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк этому видео. И заглядывайте в описание под видео, я вам оставлю ссылочки на интересные рецепты пирогов, которые уже есть на канале. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!